добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в новую, активную, продуктивную, плодотворную неделю, которая случится с нами с 26 февраля по 3 марта. Что будет на этой неделе? Хорошее, плохое, активное, не очень, ленивое или же продуктивное, наоборот, с классным, потрясающим финансовым выхлопом. Присаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу, будем разбираться, что нам нужно делать, что нам на этой неделе делать не нужно, и какая наша энергия уйдет в никуда, да, то есть какие наши приложенные усилия не окупятся никак. Да, ребят, неделя с 26 февраля по 3 марта. Здесь, конечно же, мы все с вами обращаем вот на такой интересный момент, что в этом году в феврале у нас 29 дней, как говорится, на один день больше нам дается времени поработать. Что сделать, хорошее или плохое, каждый выбирает, естественно, сам. Я же, как говорится в песне Шир, говорю: твори добро, и будет на самом-то деле хорошо. Но 29 февраля сам по себе день такой сложноватый. Но пока поедем в целом про неделю, какая же она будет, и потом по дням, по порядку. Итак, неделя выдастся одна из напряженных, неделя заставит побегать, быть внимательным, при этом будет очень хорошо складываться работа, продуктивная, стабильная, плодотворная, работа по плану, работа в одного, я бы так сказала, когда вот мы сами трудимся над своими делами, сами решаем свои проблемы, задачи, заботы. Сложно будет работать с коллективом, сложно будет договариваться и выстраивать отношения, по крайней мере, в первой половине недели. Да? Юпитер будет в квадратуре с Венерой, в соединении с Марсом, и это как раз-таки две планеты, которые отвечают за наши действия и за действия наших партнеров, да? То есть и здесь будет как раз-таки непонимание того, что хочется, будет большой такой запал энергии, эмоций, амбиций, всем хочется делать это самое дело одно, да, всем захочется проявить себя, максимально отодвинуть всех других, и здесь такая тема конкуренции будет максимально на виду, поэтому, ребята, отслеживайте и понимайте, что подождите чуть-чуть, чуточку, совершенно подождите, и придет оно счастье для работы, вот я бы так сказала, с партнерами, для того, чтобы начинать вести продуктивную работу вместе, да, а так, конечно же, первая половина недели эмоции будут выходить наружу, захочется ругаться, захочется скандалить, захочется создать там пиар-рекламу про себя, да, но эта реклама будет идти как бы косо, поэтому понимаете, что здесь необходимо повременить вот с такими действиями. Сложно будет в рекламе, сложно будет в партнерских отношениях, необходимо больше прикладывать усилий, понимания, потому что взаимопонимание будет однозначно хромать. Сложно будет в обучении, в учебе, в продвижении, в том числе в экзаменационной деятельности. Я бы тоже пока повременила в этот момент, на этой неделе, по крайней мере, да, для того, чтобы посмотреть, каково это на следующей неделе, конечно же, будет получше с экзаменационной деятельностью и во многих вопросах, которые на этой неделе сложны. Но пока, если же все-таки нет возможности переложить на дальше, то, конечно же, 1 марта, пятница, уже можно все это внедрять, уже ослабевают аспекты, и уже будет не такой большой накал энергии и амбиций, ну и на выходных, собственно, в том числе. Будничные дни сложно будет в работе, в коммуникации, в договорных отношениях. Ближе к пятнице, вот уже пятница, суббота и воскресенье будет попроще. Если вы работаете на выходных, то там, конечно же, хорошее время и для поездок, и для путешествий. Это что касается 1, 2 и 3 марта. Прекрасное время для построения планов, даже там помечтать можно немножко, подумать вот о такой истории, о таких мыслях, чего бы хотелось и насколько бы это хотелось внедрить. Это что касается работы. Да? Что касается личной жизни, то, конечно же, понимаете, когда мы не можем что-то решить, договориться, естественно, когда у нас в работе что-то не получается, это все выносится
в личную жизнь. И здесь понимаете, что все нереализованные амбиции, они будут проявляться в личной жизни, поэтому здесь держите, я бы так сказала, свои эмоции под контролем, потому что захочется предъявить все, что хочется и может своему партнеру, переложить это так на него и сказать: в этом во всем виноват ты. Все, давай, до свидания. Так себе тактика, ребята, пройдет неделька, передумаете. Во всяком случае, во второй половине марта скажете: боже мой, зачем я так сделала, нехорошо, надо все возвращать обратно, вернуть все будет сложнее. Да, вот такая история, сложная неделя в работе и в личной жизни, и теперь давайте будем смотреть, что же нас ждет по дням, начиная с понедельника, работа, накал страстей, личная жизнь и тому подобное. И да, собственно, 26 февраля, понедельник. Счастливым днем его особо не назовешь, начинается он с Луны в Деве, продуктивное время для того, чтобы работать, сложно будет в этот день отдохнуть, залениться, Луна в оппозиции с Нептуном, и здесь, понимаете, что если вы решили в этот день отдыхать, будет сложно. Если вы решили посетить спа, салоны красоты, процедуры, эффект будет некрасивый, он будет странный. Поэтому отложите эту историю на следующий хотя бы день, когда Луна будет в знаке Весов, будет хорошо. Но вот в этот день нет. Что касается работы, первый день сложного накала. В отношениях, в партнерстве, в коллективе, на работе, сложно с рекламой, сложно правильно донести до собеседников все свои мысли, эмоции, все, что вы думаете и планируете, но прекрасно будет работаться в одного, то есть набросать себе план, что сделать, что внедрить, то есть работать в одиночку будет хорошо, продуктивно, вы друг друга прекрасно, идеально поймете, вот такая история. Работайте. У нас очень редко бывают дни, когда мы можем посидеть в тишине, в одиночестве и поработать спокойно. Вот понедельник, 26 февраля, прекрасный для этого день. 27 февраля, день уже гораздо лучше на самом-то деле, продуктивная работа, активность, коммуникация, но при этом все равно сохраняется напряжение. Здесь может вариант быть точно так же, как в понедельник. Можно разругаться с партнерами, с коллегами, даже с начальством и испортить себе, я бы так сказала, жизнь. Поэтому здесь жизнь на работе и в личной жизни однозначно. Поэтому здесь понимаете, что 27 февраля, хоть Луна и перешла в знак Весы, в партнерском знаке, будет всячески ваши эмоции, энергии помогать вам для того, чтобы навести порядок в контакте, в отношениях, прекрасно, прекрасно, если вы идете на контакт, если у вас есть на это внутренние силы и резерв, наводите этот порядок в отношениях, будет, по крайней мере, на спад идти аспекты со следующих дней, и я всегда говорю, уж лучше строить мосты, чем их рушить, поэтому 27 февраля, да, понимание, по крайней мере, придет, ощущение того, что, возможно, вы где-то не правы, и это нормально. Сказать себе, что я не прав, это неплохо, это говорит о том, что вы хотите двигаться дальше, вы хотите большего. То есть это всегда про продуктивность. 28 февраля, день, я бы так сказала, дублер 27 февраля. И здесь все то же самое. Луна точно так же в Деве. Здесь возникнут вопросики у вас, почему вы не идете вперед, почему вы не можете так очень быстро масштабироваться, реализоваться, зачем вам нужно это партнерство, может, стоит от него вообще отказаться. Но мысли такие странные, нужно подумать, как можно проявить себя еще, чтобы партнерство сохранить и создать еще какой-то один проект для того, чтобы стать еще продуктивнее, зарабатывать еще больше, усложнить свою жизнь так интересно и так классно, для того, чтобы отыгрывать все свои роли, которые вам хочется отыгрывать. И здесь понимаете, что уже можно потихонечку готовиться и к рекламе, и к продвижению, и заводить контакты, знакомства, посещать мероприятия, готовиться к концу недели, потому что, в принципе, 29 февраля день, конечно, сложно напряжен. Луна в Скорпионе в квадратуре с Плутоном. День сложный, эмоциональный, психологический. Да? На спад уходит квадратура Юпитер, Венера, Марс. И здесь уже не настолько нас будет колбасить договорная история, да, история с партнерами, да и в личной жизни станет чуточку полегче. Но в нас появится такой внутренний запал и резерв эмоций, который мы захотим переварить и культивировать. То есть очень много внутренних сил
очень много обид, переживаний, печали, все то, что давно томилось, и злости от своей же нереализации начнет вот прямо вот так вот вылазить наружу, и эта вся история продлится 29 февраля. И, ну, к сожалению или к счастью, не скажу, что к сожалению, и эта история еще продлится 1 марта. Поэтому 2 этих дня прекрасное время для самокопания и на этой мощной энергии понимать, отслеживать, что не дает вам идти вперед, почему вы сами не идете. Нет, 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 не мир виноват, не конкуренты, не то, что вам кто-то сделал. Нет, вы сами. Почему сами не идем туда, куда необходимо, делаем работу над ошибками, начинаем внедряться, реализовываться. При этом продуктивная, активная работа, работа в одиночку тоже будет хорошо. Уже стройте, наводите контакты, отношения, не ругайтесь, не ссорьтесь. И принятие вот этого, знаете, всего такого большого глобального философского смысла дает такое четкое понимание и принятие, и такие внутренние силы, что, ну раз уж если я это понимаю, тогда вообще все остальное просто. То есть наведение вот этого порядка в голове, оно прекрасно будет складываться в реализацию, которая продлится в марте, которая будет, но не такая быстрая и очевидная, да, ребят, особенно если вы перешли в возраст там 35-40 лет, да, просто уже легко не будет, и для того, чтобы двигаться, развиваться, необходимо усложняться. Вот если вы это примете, да, если вы начнете прям усложнять свою жизнь настолько, что брать новые вершины, новые ступеньки и при этом не ныть и понимать, для чего это необходимо, тогда реализация не заставит себя долго ждать, и все эти деньги, финансы, покупки и траты в том числе. Кстати, про покупки и траты неделя не очень хороша для того, чтобы тратить. Эмоции будут настолько сильны, что захочется растратить все, распылить, щедро кому-то что-то отдать. В общем, все свое состояние куда-то деть, заработанные долго, сложно деньги куда-то хочется быстро пристроить, поэтому скажу вам, поддержите с собой финансы. Неудачная неделя для вкладов, вложений, в принципе, покупок. Старайтесь покупать только необходимое, или же если это надежное. Если это надежно, это прекрасно. В ювелирку вкладывать тоже подождите. Пройдут те сложные аспекты Венеры и Юпитера, и можете вкладывать. Да? Пока если из такого надежного могу предложить только в недвижимость вкладывать, но здесь прекрасно понимаете, у кого хватает средств вложить в недвижимость, но все-таки лучше это оставить на чуточку попозже. Да? То есть, ну, если у вас прям горит и вам очень сильно надо, пишите в комментариях, задавайте вопросы, оставляйте дата, время, место рождения и вопрос, который вы хотите. Ну, например, стоит ли покупать квартиру, машину в этом месяце. И я вам скажу. И квартиру, машину, кстати, да, такой, в принципе, момент нормальный, достойный, получится хорошо. Главное, с какими эмоциями. Если как это хладнокровная такая покупка, которая необходима как вложение, да. Если это импульсивная покупка, нет, сразу нет. Понимаете, все импульсивные покупки в эту неделю не надо совершать. И это четко понимаете. Как пройдут выходные 2 и 3 марта, прекрасное время для поездок, для отдыха, для спа, для релакса. Суббота, я бы так сказала, она будет более такой эмоциональный, но благоприятный эмоциональный. Луна в Скорпионе, совсем скоро перейдет в знак Стрельца, при этом в трине с Нептуном можно прекрасно расслабиться, послушать музыку, посмотреть фильм, поесть вкусняшки, вот прям отдохнуть, зарядиться энергией, сходить в парк, провести прекрасно этот день, вечер семейный, совместный, посидеть в ресторане, желательно много алкоголя не пейте. И 3 марта, здесь, конечно же, Луна в Стрельце, и уже вы будете в таком заряде, в квадратуре с Солнцем, с Сатурном, с Меркурием, захочется прям эмоции будут накалять настолько, что вам будет казаться, что весь потенциал, что есть в вас, вот он вот сидит и не реализуется, и надо делать это вот прямо вот сейчас вот быстро, да, или же вас начнут обстоятельства подталкивать к тому,
чтобы вы начинали реализоваться, вам это будет совершенно не нравиться, вам захочется продолжить лежать. То есть здесь две грани. Все зависит от того, какой вы человек по жизни, активный, или вы, в принципе, плывете по течению, ничего особо такого не придумываете в жизни и думаете, послушаю гороскопик, вдруг будет что-то хорошее, это будет хорошо. В целом же, неделя хороша для тех, кто работает, кто собрался навести порядок в своей жизни, кто работает в одиночку, тоже хорошо, в своем темпе, в своем стиле работает прекрасно, совершает график своей работы, все идет по плану. Если же вы решили выходить за рамки, за горизонты своей деятельности, масштабироваться, получится сложно. По крайней мере, если вы начнете пиар, рекламу и масштабную деятельность в своей работе на этой неделе, то она будет идти сложно, но при этом принесет там те ошибки и те результаты, в которых вы еще будете долго копаться, разбираться, проделывать там работу над ошибками и понимать, почему так случилось. Не скажу, что это плохо. Если вам, в принципе, нечем заняться и вы хотите все-таки в этом стартануть, действуйте. Но почему же? Не ошибается тот, кто ничего не делает, и любой опыт — это все-таки опыт. И если вы уже начали что-то делать, внедряйте. Я всегда говорю, уж лучше что-то делать, чем не делать ничего, оценивать только со стороны, да. Поэтому здесь внедряйте. Получите опыт, разберетесь и пойдете далее. Далее у нас, напомню, продуктивные недели следуют. Здесь не стоит ни в коем случае переживать, что если что-то пошло не так. Так бывает, ребята, это жизнь. Мы не можем быть постоянно на коне, а жизнь — это она горки вверх и вниз, вверх и вниз. Понимаете, что если вы сейчас вверху, значит, когда-то придется пойти вниз. И если вы будете внизу, да, вот если вы сейчас внизу, понимаете, что вам нужно что-то такое сделать, чтобы подняться вверх. Поэтому вот такая история. Мы все живем в мире алгоритмов, начинаем с этим жить все больше и больше. По крайней мере, на этой неделе Уран мощно и неоднозначно включается лишь на выходных, поэтому да. Если вы хотите что-то интересное и неоднозначное сделать, и вы хотите попробовать себя поэкспериментировать, то на выходных 2 и 3 марта прекрасный момент залететь куда-нибудь в алгоритм, что-то где-то продвинуть, зазвездиться, появиться и таким образом расширить свои горизонты, свои работы в том числе. А почему бы и да. Ребята, еще раз говорю, пробуйте, экспериментируйте, делайте, не отступайте от своего плана и корректируйте, если план идет не туда, куда бы вам хотелось. Отслеживайте это и понимайте. Ребята, вот такая неделя будет неоднозначная, как обычно, все в этом мире относительно, согласно того, что мы делаем и что мы уже сделали, да. Я желаю вам прекрасной, продуктивной работы, хоть она и будет в каких-то моментах сложноватой и противоречивой. Понимаете, что все это временно и все проходит. И я желаю вам все-таки, для того, чтобы у вас хватило мудрости, для того, чтобы пережить все невзгоды, по классике в конце актуальные ролики для того, чтобы принять верное решение. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока, дорогие!